В Пске, который медленно пробуждается от утреннего сна, на окраине города уединенно расположился приют для бездомных животных. Здесь царила особая атмосфера – смесь надежды и печали, любви и одиночества. Каждый выходной к дверям приюта приходила Лена, студентка ветеринарного института, чтобы подарить свою заботу и внимание тем, кто в этом особенно нуждался. Среди многих ласковых кошек выделялась одна – Пятнышко. Это была белая кошка с черными пятнами, нежно-робкая и в то же время полная жизни. Лена заметила ее в первый же день своего волонтерства. Несмотря на то, что Пятнышко не была породистой, в ее глазах крылось нечто особенное, некое притяжение, которое не оставляло равнодушными тех, кто оказывался рядом. Она тянулась к людям через прутья своей клетки и громко мурлыкала, словно взывала о помощи. Каждый раз, когда Лена приходила, она с любовью заботилась о Пятнышко, стараясь сделать ее жизнь в приюте чуть более радостной. Каждый выходной к приюту приходили люди в поисках нового друга, но Пятнышко оставалось незамеченной. Лена видела в глазах кошки тоску по дому, по мягкому дивану и теплым рукам, которые ее обнимут. Пятнышко искала, но не находила. Однажды Лена набралась смелости и подошла к заведующей приютом, Виктории Ивановне. «Почему же эту кошку никто не берет?» – спросила она, указав на Пятнышко. Виктория философским тоном. «Лена, ты же знаешь, люди хотят чего-то яркого, необычного, а Пятнышко слишком проста для большинства». У Лены сердце сжалось от этой правды. Она понимала, что доброта и простота Пятнышка – это ее главное достоинство. Каждую субботу Лена приезжала в приют рано, чтобы покормить животных и убрать клетки. Заметив, что Пятнышко ненадолго становится веселей, когда она была рядом, Лена старалась уделять ей больше времени. «Ты не одна, Пятнышко», – утешала она, но ей было известно, что ее слова не могут заменить настоящую любовь и заботу, которых кошка так страстно желала. Между тем, за полгода, что Лена посещала приют, Пятнышко не удостоилось внимания ни одного посетителя. Молодая пара выбрала игривых котят, а пожилой мужчина обратил внимание на персидскую кошку. Лена чувствовала, как внутри нее растет беспокойство. Она захотела чего-то большего для Пятнышка, но что она могла сделать? Однажды, выпустив Пятнышко из клетки, Лена пыталась успокоить ее. «Кто-то тебя обязательно увидит», – сказала она, хотя и сама не была уверена в успехе своих надежд. Виктория Ивановна, заметив Ленина беспокойство, посоветовала дать Пятнышко время. «Иногда просто нужно подождать», – сказала она, но Лена чувствовала, что время уходит. Позднее, улучив момент, Лена взяла Пятнышко на руки и вывела во дворик за приютом. Кошка заиграла, гоняясь за листом, уносимым ветром, но Лена заметила, что даже в этот момент Пятнышко все еще искало кого-то. Лена осталась подольше, рассказывая Пятнышко о своем дне, и чувствовала, как между ними растет особая связь. В этот момент она мечтала, чтобы Пятнышко нашла свой настоящий дом, место, где ее будут любить. Вскоре в приют пришел новый волонтер – Аня. Она пришла, чтобы помочь, но вскоре ее внимание привлекла именно Пятнышко. Аня, обладая чутким взглядом, заметила в кошке нечто большее, чем простую пушистую историю. Лена старательно показала Ане все уголки приюта, рассказывая о животных, включая Пятнышко, у которой было много любви, но не было дома. Спустя какое-то время в приют пришла Алла. Она была настороженной, но постепенно открывалась. Лена делилась с ней историей Пятнышка, описывая кошку как ласковую и ждущую свою судьбу. Алла слушала внимательно, задавая множество вопросов о том, как ухаживать за животными. Когда Алла увидела Пятнышко, ее взгляд задержался на ней. Пятнышко, словно почувствовав, что ее замечают, подошла ближе к клетке. Алла проявила искреннюю заинтересованность, и, кажется, что-то внутри нее щелкнуло, когда она увидела эту простую, но такую замечательную кошку. Следующей субботой Алла снова пришла в приют. И на этот раз она провела целый день, помогая Лене. Она постоянно возвращалась к Пятнышко, как будто искала в ней что-то особенное. Виктория Ивановна заметила, что они нашли общий язык, и похоже, что Пятнышко нашла друга. Однако Лена чувствовала тревогу. Сможет ли Алла забрать кошку с собой? На следующее утро Алла снова пришла в приют.
Пятнышко, увидев ее, оживилось, будто поняла, что эта женщина может стать ее хозяином. Лена наблюдала за их взаимодействием с нежностью, понимая, что их связь становится глубже. Лена предложила Але выпустить Пятнышко в кабинете Виктории Ивановны, чтобы они могли пообщаться поудобней. Алла, глядя на Пятнышко, произнесла: «Она как будто все понимает». Это стало моментом, когда Алла начала делиться своими переживаниями о том, каково это – быть незамеченным. Она явно почувствовала связь с Пятнышко, и Лена это заметила. «Ты не представляешь, какая она замечательная», – начала рассказывать Але Лена, описывая, как Пятнышко нашли на улице, худую и озябшую. Она сразу начала мурлыкать, стоит только ее погладить. Это была история не только о кошке, но и о двух женских душах, которые искали понимание и поддержку. Алла молча гладит Пятнышко, которое уютно устроилось у нее на коленях. «Полгода – это долго для такой души», – произнесла она, и Лена поняла, что эти слова были больше, чем просто о кошке. В Алином взгляде читалась боль, но также и надежда. Лена заметила глубину чувств в глазах Аллы, но решила не поднимать эту тему. Они с Аллой выпустили Пятнышко во дворик, и Алла следила за ней с улыбкой Вечером, когда Алла неподвижно гладила Пятнышко, ощущалось, что между ними возникает что-то большее, чем просто дружба. Лена сидела, наблюдая за Аленой и Пятнышко. Ее сердце наполнялось надеждой. Она мечтала, чтобы эта связь переросла во что-то большее, что позволит Пятнышко ощутить тепло настоящего дома. Следующая суббота пришла быстро. Лена почувствовала волнение, рано приехав в приют. Алла принесла с собой игрушку для Пятнышка, и кошка вновь оживилась. Лена не могла не заметить направление доверия Пятнышка к Алле. Это было что-то большее. Поделившись с Аллой своими мыслями о чувстве невидимости, Лена узнала о разводе Аллы и о том, как трудно ей было чувствовать себя ненужной. В этот момент Лена и Алла раскрыли друг другу свои чувства. «Ты видишь меня», – произнесла Алла, и в этом было тепло их связи. Лена, глядя на Аллу, сказала: «Я вижу тебя, и Пятнышко тоже». Это простое, но глубокое понимание создало между ними особую атмосферу, где царило тепло и надежда. Обе женщины почувствовали, что не одни, и это объединяло их. Алла задерживалась у клетки Пятнышка, гладя ее и шепча что-то. Лена могла видеть, что между ними возникло отражение милосердия. Она надеялась, что однажды Алла сможет подарить Пятнышко дом, где ее непременно будут видеть. Утро в приюте напоминало сон. На улице не было ни звука. Лена снова подумала о связи между Аллой и Пятнышко, понимая, что они становятся ближе с каждым днем. Пятнышко, осознавая приход Аллы, снова загоралась радостью. Ее мурлыканье звучало, как песня надежды и ожидания изменений. Лена решила, что именно сегодня что-то изменится в их жизни. Когда Алла пришла с рюкзаком и сумкой с лакомствами для кошек, Лена не могла сдержать улыбку. Но вскоре разговор стал серьезным. Алла призналась, что снимает комнату в коммуналке, где хозяйка против животных. Лена понимала, как сильно это тянет Аллу вниз. Лена предложила поговорить с Викторией Ивановной, но Алла уже пробовала и не получила результата. Эти разговоры только вселяли разочарование. Они вышли во дворик, и Пятнышко снова, подобно бабочке, гонялось за бабочкой, но движения ее были не такими радостными, как прежде. Лена наблюдала за Аллой и чувствовала ее неподдельное желание забрать Пятнышко. «Я верю в тебя», – попыталась она ободрить ее. Алла поблагодарила Лену, но ее сомнения по-прежнему оставались. Алла снова задержалась у клетки Пятнышка. Она шептала ей что-то на ушко, и Лена чувствовала, что между ними прокладывается невидимая нить. Однако время поджидало, и эта нить могла не выдержать. Прошла неделя, и Алла вновь пришла в приют, но на этот раз с решимостью. Она сообщила, что сняла однокомнатную квартиру, где разрешено держать животных. Лена и Пятнышко были в восторге за Аллу. Это было настоящим чудом. Пятнышко немного побаивалось покинуть знакомое место. Алла, обняв ее, успокаивала. Они заполнили документы в кабинете Виктории Ивановны, а Лена помогала собрать вещи Пятнышка, включая любимую игрушку-мышку и уютный плед. Перед уходом Алла обещала присылать фото и иногда приходить в приют, чтобы помогать. Лена проводила Аллу до ворот, чувствуя радость и одновременно грусть. Эта встреча навсегда останется в ее сердце.
Вечером Алла отправила первое фото пятнышка, которое осваивалось в новой квартире. Лена улыбнулась, глядя на картину, где кошка выглядела счастливой и умиротворенной. Она знала, что пятнышко больше не будет тянуть лапу к чужим людям. У нее появился человек, который видит ее по-настоящему. История пятнышка и Аллы превратилась в мощную связь. Это было не просто сближение двух душ. Это была новая жизнь, полной надеждой и пониманием. Все они стали частью новой семьи, где каждый был услышан и увиден. Приют для бездомных животных в Омске стал местом, где тени расправлялись и сердца находили свои пути.